Всем привет, я Марина, и с вами школа Сакрамел. Возможно, следующие кадры вас шокируют. Ногти моей модели изменились после проведения генеральной уборки дома. Как нам это исправить? Смотрите видео. Поехали! Посмотрим на ногти моей модели. Видно, что укрепление выполнял начинающий мастер, да, о чем подтверждает моя модель. С внутренней стороны вижу, что ногти испачкались. Не так давно моя модель занялась генеральной уборкой своего дома. И несмотря на то, что она работала в перчатках, все равно такое произошло. Мы уже не раз с вами обсуждали тему того, что под ногтями грязь. И я высказывала свое мнение в предыдущих роликах, что не считаю это чем-то ужасным. И что в компетенцию мастера маникюра входит то, чтобы убрать эту грязь под ногтями. Не всегда эта грязь убирается, потому что моя модель пробовала ее вычищать мыльным раствором, замачивала свои ногти в ванночку с солью, но ничего не происходило. А начинающий мастер, который делал данное укрепление, просто, видимо, не знал, что нужно убирать ее изнутри. В этом ролике я покажу, как убрать грязь, как сделать ногти чистыми, красивыми, сделаем преображение. Будет интересно. С внутренней части буду все убирать потом, а сейчас выполняю снятие старого покрытия до тонкой подложки твердосплавной насадкой с зеленой насечкой на максимальных оборотах. Еще одна ошибка, которая была допущена, это тонкая выкладка материала, неукрепленная стрессовая зона. От этого на некоторых ногтях вижу сломы под самый корень в точках вроста. Чем длиннее ногти, тем больше материала должно быть по стрессовой зоне для укрепления. Стразы уберу этой же насадкой, ее носиком, подсекаю каждый страз, и он сам отваливается. Только самое главное, смотрите, чтобы эти стразы не отлетели вам в глаз. Лучше использовать, конечно, защитные экраны или очки. Ну или просто немного прикройте глаза для того, чтобы случайно их не повредить. В моей практике несколько раз было такое, что частички от гель-лака попадали в глаз. Это ужасно больно. Там, где трещина, важно вокруг полностью убрать материал до натурального ногтя, чтобы его починить. Радует, что при снятии я не вижу никаких отслоек, это, несомненно, облегчит работу. Ну что ж, время эксперимента. Попробуем почистить внутреннюю поверхность. В пульверизатор я налила воду с обычным мылом. Сейчас я распыляю под ногти очень обильно. Немного подождем. И теперь пробую вычистить все щеткой. Очень активно. Так, из стороны в сторону. Но мы видим, что у нас особого результата от этих действий нету. Я бы сказала, даже практически ничего не меняется. Попробуем ужесточить меры. Возьмем специальные салфетки спиртовые. Может быть, они лучше справятся. Но видим, что грязь уходит, но совсем немного, все равно остается. Ну что ж, прибегнем к тяжелой артиллерии. Это ацетон. Хотя не сильно бы я рекомендовала именно это делать ацетоном, потому что он будет иссушать кожу, валика, гипонихий. Неизвестно, к чему это может привести, возможно, к аллергическим реакциям. Опять же, совсем немного, практически ничего не уходит. Вот вам как раз пример того, что чем бы я ни работала, чем бы я ни терла, эта грязь остается. И нет ничего страшного в том, если мы с вами ее уберем насадкой, аппаратом. Здесь бывает такая типа балерина, мы изменим на миндаль. Так будет смотреться наиболее гармонично. Нахожу самый короткий ноготь на среднем
и начинаю с него опил. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Прохожусь по поверхности пилкой, чтобы ее заматировать, чтобы убрать переход от натурального ногтя к искусственному материалу, чтобы улучшилась сцепка. На указательном последняя фаланга уходит в сторону, поэтому при помощи опила немного разворачиваю направление роста ногтя. На безымянном очень сильная трещина, поэтому аккуратно матирую поверхность. И в дальнейшем, чтобы ее отремонтировать, нужно убрать кусочек ногтя, а отремонтирую ноготь при помощи шелка для ремонта ногтей. Такие трещины – это частое явление при недостаточно укрепленной стрессовой зоне. Ноготь можно было и полностью срезать, нарастить заново, но трещина достаточно глубокая, и у меня есть боязнь того, что клиенту просто будет неприятна эта процедура. Приступаю к этапу маникюра, отталкиваю и раскрываю кутикулу апельсиновой палочкой, она такая прилипшая к ногтю. Зачищаю птериги алмазной насадкой пламя, диаметр 0,23 с красной насечкой. На безымянном пропил от предыдущего маникюра, поэтому сейчас ставлю насадку вот сюда, чуть выше этого пропила. Важно идти сверху этого пропила, а не еще сильнее расщеплять ноготь. Кутикула моей модели влажная, как и сами ногти, поэтому я решила выполнить комбинированный маникюр аппаратом и ножницами. У меня на канале есть очень классное видео, это запись прямого эфира, где я рассказывала о том, как определить тип кожи и кутикулы клиента и подобрать правильный вид маникюра. Сделала приподнятие, кутикула тонкая и, возможно, не будет срезаться единым срезом на сухую, поэтому увлажняю ноготь при помощи дегидратирующего тоника, протираю кутикулу и по увлажненной буду срезать. Таким образом срез получится единым. Закончили с маникюром, обезжириваю ногтевую пластину, наношу праймер на отросшую часть ногтя и даю некоторое время ему испариться. Наношу тонкий слой базового покрытия втирающими движениями. Следующим шагом сделаем укрепление ногтей твердым гелем, так как ногти у моей модели очень тонкие. Отправляем в лампу на просушку на 30 секунд. Для укрепления буду использовать гель светло-розового полупрозрачного оттенка. А для ремонта мне понадобится файбергlass.
Вот такой материал специальный в виде сеточки на ленте, которая армирует трещины. На безымянном промазываю гелем вокруг трещины в средний слой. Отрезаю нужный по размеру фрагмент материала. Здесь самая сложность в том, чтобы случайно не потерять этот кусочек, он достаточно маленький, часто выпадает из рук. Прикладываю на место трещины и полностью пропитываю материалом. Притаптываю апельсиновой палочкой, а затем кисточкой с гелем промазываю, чтобы он стал полупрозрачным. Просушиваю в лампе 1 минуту. На указательном, где трещина только начинается, совсем маленькая, сделаю заплатку файберглассом. Кстати, я знаю, что многие мастера за неимением такого файбергласса используют чайный пакетик. Некоторые чайные пакетики похожи на этот файбергласс, которые не бумажные, а вот такие переплетенные из искусственного материала. Отправляю в лампу на просушку. Опускаю палец вниз, промазываю тонким слоем геля для того, чтобы сделать влажную подложку. И ставлю каплю большего размера на наивысшую точку для формирования стрессовой зоны. Распределяю около кутикулы материал и его поверхность. Помогаю тонкой кистью в зонах синусов и для формирования архитектуры. Переворачиваю руку и формирую ее. Также кладу больше материала на свободный край, чтобы потом выпилить и приподнять опустившийся свободный край. Отправляю в лампу на просушку на 1,5 минуты. Укрепляем безымянный и на шелк наносим гель. Не стоит бояться, что он как-то провалится под ноготь. Теперь шелк у нас образовал продолжение ногтя и будет за счет этого крепким. Нравятся мои ролики, хотите знать больше о маникюре, предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробнее. Стараюсь работать очень аккуратно, выкладывая материал в технике без опила поверхностного, но все равно придется попилить на тех ногтях, где я делала ремонт, так как есть небольшие неровности. Снимаем липкий слой и приступаем к опилу формы и поверхности. На указательном опиливаю сначала форму. Теперь ставлю пилку под ноготь и длинными движениями опиливаю клюнувший свободный край. Хорошо удерживайте палец клиента для того, чтобы не было дискомфорта. Продолжаем с поверхностью. Делаю длинные движения пилкой слева направо. Таким образом добиваемся большей четкости. Важно во время опила не перепилить лишнего. Твердый материал не любит тонкой выкладки. На свободном крае и в зоне кутикулы гель должен быть приблизительно толщиной в полмиллиметра. Так выглядит ноготь после опила. Теперь он имеет прямую линию от точки вроста до свободного края. Выполнили опил, форма уже смотрится красиво, но не забываем про нашу обратную сторону. Для того, чтобы приподнять опустившийся свободный край, воспользуемся твердосплавной фрезой. Выставляю небольшую скорость, около 15 тысяч оборотов, и совершаю движение справа налево. Больше нигде нет необходимости выпиливать ноготь, но нам нужно почистить внутреннюю сторону. Для этого буду использовать силиконово-карбидный шлифовщик.
Почему ногти так темнеют, изменяют свой цвет, пачкаются? Дело в том, что структура ногтевой пластины пористая, и она с легкостью впитывает в себя все красящие вещества и пигменты. Для того, чтобы предотвратить такое с внутренней стороны, мы перекроем ногтевую пластину базой или топом. Когда мы шлифуем ногти таким образом, мы их сильно не истончаем, не выпиливаем. Это особенно актуально для тех клиентов, которые дорожат своими натуральными ногтями и ни за что не хотят их выпиливать. Вот так красиво теперь выглядят ногти с внутренней стороны. Это делается очень быстро и просто. Обезжириваю внутреннюю поверхность, убираю остатки от шлифовщика. Теперь с внутренней поверхности я покрываю тонким слоем базы и отправляю в лампу на просушку в таком положении руки. Тщательно обезжириваем и приступаем к выполнению дизайна. На мизинце у нас будет белый гель-лак, а на указательном цвет олива. Признаться, мы с моей моделью хотели сделать цвет хаки, но мне не нашлось подходящего оттенка. Попрошу в комментариях написать ваш любимый гель-лак цвета хаки. Мне будет очень интересно узнать, потому что я давно в поисках такого оттенка. На двух камуфляжных ногтях выполним дизайн текстуры. Уже очень он любим клиентами в последнее время. На палитру выставляю несколько оттенков зеленого цвета и белый. Смешиваю оттенки тонкой кистью. Набираю на кисть материал. Кисть подношу к ногтю под углом 90 градусов и очень медленно даю всплыть материалу на ногтевую пластину. Для того, чтобы убрать излишний объем, смачиваю салфетку обезжиривателем, подставляю снизу ногтя, чтобы убрать все излишки. Тонкой кистью поправляю у кутикулы. Такой объем материала нужно хорошо просушить не менее 1 минуты. На мизинец на липкий слой цвета отпечатываем серебряную фольгу. А безымянный средним дополним наклейками. Все ногти перекрываем матовым топом. Снимаю липкий слой с матового топа. Это еще не все, дополним белой паутинкой. Паутинка уже не перекрывается ничем и будет рельефной. Наш результат. Понравилось преображение? Ставьте пальчики вверх. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой грязи. Давайте разберемся, стоит ли ее убирать мастеру или это должен делать сам клиент. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые полезные видео. Ну а я желаю всем счастливо чистых маникюров. Пока-пока!